Итак, всем привет! Сегодня день второй. Нахожусь я сейчас в прекрасном городе Фетия. Очень классный город, мне очень всегда он нравился. Здесь отстроили набережную. Вчера немножко по ней походил, когда шел в сторону отеля. И хотел вам показать сам отель. Находимся мы сейчас на балконе. Такой он небольшой. Здесь есть такая небольшая вешалка самодельная с прищепками. В принципе, на ней можно разместить свое белье. Ручки немножко пошарпанные. Ну, сейчас вы все увидите, всю прелесть этого номера. Вот такая комната. Здесь есть, получается, 3 спальных места. Давайте закроем дверь, а то здесь дорога немного шумно. Да, односпальная кровать, здесь двухспальная. Честно говоря, насчет чистоты, это намного лучше, чем было в Анталии, скажу сразу. Но все равно есть какие-то крошки, какие-то пятна. Не знаю, не очень приятно в этом все спать, честно говоря, поэтому я даже одеяло не поднимал. В целом спальное место такое. Здесь мы видим всякие такие вот места, все такое пошарпанное, немножко даже заляпанное местами. Что меня удивило, кстати, смотрите, телефон. Привет из 2000-х. Алло, Аня, я уже еду. Короче, вот такой телефон. Турецкие табуретки в количестве 3 штуки. Есть вот такой кондиционер, довольно-таки старенький. Такие вот шторы. В принципе, вот эти шторы чистые, эти какие-то немножко не свежие, пыльные и желтые местами. Коврик. Не знаю, для чего он тут, как-то он не особо, может быть, в принципе, и вписывается. Можно было обойтись и без него. Смотрите, самое интересное. Значок. Пепельница. Не вижу логики, честно говоря, почему здесь пепельница, если здесь нельзя курить. Соответственно, это я. Здесь вот такие пульты лежат, телевизор. А мы перемещаемся в коридор. Такие все стены, облезшие немножко, в пятнах. Шкаф с какой-то дыркой. Так, перемещаемся в ванную комнату. Здесь, конечно, будет интересней. Здесь не очень много света. Наверное, камера не очень будет прям четко все показывать. Раковина тоже не слишком свежая, с герметиком, как вы можете видеть. Здесь вообще дырка в районе розетки. В общем, все такое. И 4 рулона бумаги. Вообще непонятно. И здесь какой-то кусок торчит. Сегодня только увидел. И, конечно же, самое удобное место для бумаги — это рядом с унитазом. Интересное решение, скажите. Сам унитаз тоже такой не первой свежести. И, соответственно, душ. Такая вот, ванна, да? Душ стрёмненький, изо всех щелей здесь течет. В общем, все такое. Я еще, знаете, что увидел? Вот такую вещь. Скорее всего, уже здесь все рассыхается, разваливается. Кстати, еще хотел вам показать. Надеюсь, будет видно. Это плесень. В общем, веселый номер, как всегда. Вы можете приобрести такой номер на одну ночь. Получается в районе 4200-5000. Я снимал на агрегаторе, поэтому получилось чуть подороже, 5000. Вот такой вот обзор на такой гостиничный номер. 3 звезды. Находится он в районе Чалыш, Фетия. Так что
будьте готовы, если вы будете платить такую цену, соответственно, вы получите что-то подобное. Да, здесь должна быть лампа. Хотел сегодня, кстати, на завтрак сходить, но, к сожалению, немножко проспал, что-то поленился и не пошел. Но я думаю, там тоже было бы что заснять для контента. Думаю, там был бы трэш. Там находится ресторан, где можно поесть. Ну, а тут ресепшн. Так, вот так выглядит этот отель. Сейчас садимся на маршрутку в сторону центра, на Тагар, это автовокзал. Ну и оттуда уже едем снова в деревню Клайк-Немир. Ну, вон и мой балкончик. Вот этот. Что мне нравится в Турции, так это то, что у них очень развита общественная сеть с автобусами. Есть даже вот такая карта. Это Мугла карт называется приложение. Также есть такое же приложение и Анталия карт называется. Через это приложение можно отследить даже, где едет ваш автобус или маршрутка. Очень удобно. Посмотреть, какие подъезжать будут автобусы. Вот здесь, к сожалению, немножко надорвано. Обычно здесь пишется остановка. Вот, но сейчас ее нет здесь. Можно вписывать в поиск приложений. Ну и отследить, когда подъедет нужный вам маршрут. Ну, соответственно, ехать куда вам надо. Что, быстрый обзор на маршрутку. Вот так она выглядит. Здесь места откидываются. Вот такие вот двери. Здесь тоже можно места сложить. Здесь будут сидячие места. Соответственно, здесь можно что-то поставить, коляску или какую-то тележку. Ну что, произошел легкий перекус. Сейчас ехал по улицам Фетия, и какой же он все-таки уютный и классный город. Все-таки не понимаю, почему всех тянет так в Анталию. Ну, Алания тоже по-своему хороша, но Фетия вполне красивый город, уютный. Мне очень в нем нравится. Наверное, если буду рассматривать жизнь в Турции, то выберу именно Фетия. Но этим временем стою и жду маршрутку в сторону деревни. Вот такие вот собачки здесь отдыхают. Что-то мне подсказывает, что они очень одинаковые, что в Анталии, что здесь. Может быть, у них порода похожая, не знаю. Но иногда такие флешбеки, как будто это одна и та же собака из Анталии, которую я уже не раз встречал. Ну что, опять я привез с собой дождь. Аня уже что-то записывает. А я выгляжу вот так вот как-то. Пока на улице дождик, хочу вам сделать небольшую экскурсию. Аня разрешила пройтись по дому, показать, что из себя представляет турецкий дом. Вот, и начнем мы с террасы. Вот так она выглядит. Здесь лежанка Кёни и Чуни, их миска, небольшой столик, где обычно Аня с Андреем проводят стримы, классный камин, вчера немножко им воспользовались, пожгли. Далее входим в коридор, такой вот достаточно просторный. Здесь
У Андрея находится его личный кабинет с компьютером, классным стулом, вот таким большим телевизором, ну и PlayStation, чтобы иногда развлекаться. Такой диванчик. Здесь находится шкаф. В принципе, такая достаточно хорошая, уютная комната для работы, для времяпровождения. Далее идем направо. Здесь у нас находится санузел. Достаточно такой просторный унитаз. Здесь у ребят стиральная машинка, газовый баллон дополнительный. Здесь небольшая умывалка, зеркало. Ну и небольшая кладовая, где все лежит, бензопилы, газонокосилки. Туда мы особо не будем заглядывать, я думаю. Вот такая просторная гостиная с печкой посередине. Очень, кстати, здорово, потому что зимой в горах бывает достаточно прохладно, я бы сказал, даже иногда холодно. Вот такой камин. Видно, что здесь ничего не разжигают ребята. Здесь у них тоже такая зона отдыха, диванчик, два креслица, столик. В общем, вот такая вот у них комната. Далее переходим мы на кухню. Здесь видим большой холодильник, куда можно положить много вкусной еды. Плита, причем газовая. Есть такая небольшая зона для мытья посуды, готовки. Здесь находится микроволновая печь, духовка, различные шкафчики. Тоже все на своих местах. Неплохо обустроено. Пёня. Ника отдыхает, а Чунька шелостится. Так, пока дождик еще идет, покажу вам, можно сказать, такой задний дворик и лестницу на второй этаж. Сейчас мы с вами тоже туда пойдем. Хочу показать вам еще вторую террасу, где ребята тоже проводят обычный стрим. Ну, проводили раньше. Возможно, перейдут еще сюда. Это как раз дверь в тот коридор, и справа находится кухня. Видим вот такие стога с сеном, запасы. Здесь тоже находится сено, автомобиль и такая вот площадка, где обычно гуляет Дисней и бегают вот такие вот животные. Такая вот площадка для выгула. Здесь дровяник. Так, обошли мы вокруг дома, вернулись к этой же двери, где мы начинали, и пойдемте с вами на второй этаж. Идем по такой лесенке. Очень жаль, что из дома нельзя попасть на второй этаж, только получается снаружи. Смотрите, какие тут виды открываются, просто не описать словами. Мне кажется, сюда отлично бы зашел какой-нибудь столик, где можно будет выпивать кофе или чай и любоваться всей этой прелестью. Так, с нами Чунька. Ну, пойдемте сделаем обзор второго этажа. Это основной этаж. Опять же, есть такой коридор. Начнем с вами с правой части, где находится санузел. Да, здесь уже более такой цивильный, нежели как на первом этаже. Опять я. Так, а здесь какая-то кладовая. Ну, я думаю, туда не пойдем. Там, думаю, ничего интересного нет. Здесь, как я понимаю, основная комната, где ребята спят. Такая уютная спаленка. Более такая в европейском стиле, как мне кажется. Это многокилограммовое одеяло. Наверное, многие знают, что ребята купили.
Это одеяло, оно вообще весит очень-очень много. В общем, тут особо нечего показывать. Обогреватель, кровать. Давайте перейдем дальше. Далее сворачиваем еще в одну комнату. Вот такая комната, очень похожая на предыдущую. Такой вид открывается. В общем, тут тоже ничего особенного, просто кровать, полочки, картина и окно. Даже 3 окна. Переходим далее. Это тоже такая своего рода гостиная, как сказала Аня. Гостиная-кухня. Здесь, я так понимаю, ребята как раз и готовят. Очень такая, в принципе, обустроена, красивая. Не хватает холодильника. Ну, на первом этаже. Вот такие вот здесь шкафчики удобные. И вот такой вот прекрасный вид на конюшню, на горы. Очень красиво. Есть также вот такой вот диванчик, где можно отдыхать. Стол, стул. Наверное, Андрей здесь раньше работал как раз. Вот, и такой вот камин турецкий. Опять же, судя по всему, ребята там ничего не жгли еще. Даже пепла нет. Вот, и мы с вами переходим к небольшому балкону. Вот такой тут балкончик. Тут, конечно, чутка менее живописней. Вот такие вот виды открываются. Ну что, вот такой вот обзор на дом. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Ну, а мы с вами начнем, пожалуй, работать. Дождик уже закончился. Самое время поработать. Так, задача сегодня бросить эти поддоны. К сожалению, у меня только отвертка есть, потому что риэлтор, который у Ани и Андрея, он забрал электрический шуруповерт, поэтому придется нам вот это все откручивать вручную. Вот. И, соответственно, вот эту кучу немножко подраскидать вот в это место. Ну и посмотрим, где можно еще подсыпать. Погодка, конечно, резко меняется, но, надеюсь, дождя не будет. Вот, а я сейчас буду продолжать здесь насыпать кучу. Вот отсюда туда. Вот мои помощники. Тринка, чучунькой. Раскидал немножко кучу. В принципе, там практически заподлицо. Еще это все утрамбуется и осядет. Но уже будет безопаснее ходить животным. Они уже вон пробуют кучку, лежат. Но у нас тем временем там вдалеке идет дождь. И потихонечку надо тоже завязывать и ехать в Леденис. Надеюсь, я сегодня все успею. Очень хочется вам показать Леденис. Ну и самому немножко кайфануть от этих видов прекрасных и умиротворения. Итак, рубрика «Убираем какахи». Дисней, собственной персоны. Ослики, за ними уже убрал. Ну также тут куча лежала Диснея. Какой-то хороший. Ну только посмотрите. Ручной. И мамка. Еще вот здесь немножко подразобрать. Вот эти кучки убрать. Хочется немножко разгрузить Аню. Потому что дела здесь очень много на самом деле. Да, конечно. Всем бы такую деревенскую жизнь.
таким воздухом, с такими видами. Но без, конечно, без каках. Так, к сожалению, у меня не так много ракурсов, но вы можете посмотреть наш первый день, когда мы все здесь убирали. Я помогал Ане, можете посмотреть у них на канале Лайкни Мир. Ну, наверняка уже все знают об этом канале. Поэтому, вдруг вы еще не подписались, подпишитесь на меня, ну и также на ребят. Еще побольше места ему, да? Маловато. Да, для него точно. Ага. Он прям хочет во весь опор проскакать. Где-нибудь по тому полю соседнему. Это же слишком мокрый и горяченный человек. Ну, короче, он очень круто ходит за человеком. Но, опять же, по настроению. Вот сейчас он ходит с тобой. У тебя есть какие-то вкусняшки. Дисней, назад. 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 Молодец. Хорошо. Надо ему, конечно, немножко походить. Пойдем. Пойдем, походишь чуть-чуть. Только не играйся. Туда. Вот, молодец. Слишком интересно. Вот такая погодка резко сменилась на шторм, просто косой дождь, жутко льет, сильный ветер, все уже мокрое. И вот такое небольшое зеркало. Что, Дисней, рад был тебя увидеть вживую. Конечно, такая огромная туша. Потом вот этих товарищей и осликов, очень милых, особенно вон того мелкого, который спрятался. Классные животные. Если будет возможность, обязательно приезжайте вживую. Выглядят они намного красивше, интересней. Бедолага дрожит, весь мокрый. Да, был очень сильный дождь, как вы видели уже. Вот он перешел в ту сторону. Так, еще, конечно, не забыть про Пеню и Чуню. Очень классные. Тоже милые. Ручные. Собака Бэтмен. Он даже Дисней пришел мне со мной прощаться. Классно. Мне кажется, больше нигде такого не увидишь. Ну и Аня тоже. Уникальный опыт фермерской жизни. Кирюх, спасибо тебе огромное. Ты просто красавчик. Столько всего переделал. Твои, мне кажется, труды — это вот для меня сейчас то, что было бесценно. Никто не приехал, ты приехал. И вообще на хозяйстве, на ферме всегда столько работы, поэтому мы тебя ждем. Если вдруг захочешь приехать в Турцию, для тебя всегда двери открыты. Можешь оставаться на сколько угодно ночей, жить у нас на ферме, помогать, так что приезжай. Да, спасибо вам большое, что так встретили, все показали. Жалко, Андрея не было. Животные тебя тоже полюбили. Ты уже как член семьи. Да, очень здорово. Да, а с Андреем еще увидишься обязательно. Он вернется, и я думаю, что еще 5 лет не захочет уезжать. Вот, ну все, давай. Все, я побежал. Сейчас на остановку в сторону Фетия, и вечером ждет автобус в Анталию. В Анталию, вернее. Что, последние секунды. Пеня с Чуней меня провожают.
Очень здесь красиво. Прям настоящая деревенская жизнь, только в Турции. Реально такая атмосфера, как будто как в России, только в Турции, где куча гор, где соседи турки со своим менталитетом. Вот. В общем, приезжайте по возможности. Я думаю, Аня с Андреем примут всегда, очень гостеприимны, рады всегда гостям. Вот, я иду сейчас на остановку, как я уже сказал, да, до Фетии, а потом вечерком у меня в Анталию автобус. Такой классный ключик. Коровки. Фу, ребята, вы не представляете, просто я выходил, оплачивал автобус в Анталию в маршрутке с помощью своей карты, которую я сделал в Турции, и обнаружил, что ее нет. Буквально когда выходил из дома Андрея и Ани, вот, обнаружил, что ее нет нигде. И представляете, я сейчас решил посмотреть по пути, которым я прошел. Вот она. Вы не представляете, как я счастлив, что я ее нашел. Это просто какое-то спасение. Фу. Реально, я вообще не... Ну, как бы сейчас, в данный момент, ее просто не выправить за пару дней. Это просто чудо, что она нашлась. И что никто не подобрал, не пришлось искать. В общем, приключения на приключения. Короче, прикиньте, помимо карты, да, тут вся история. Начался дождь, и сел я под инжиром. Вот он, кстати. За 5 минут до того, как я подошел, уехала моя маршрутка, которая ходит раз в час. Я не знаю пока, что делать. Дождь все усиливается. Пожалуй, я сяду поглубже. Вот. Надеюсь, что сейчас что-то приедет. Да, это, конечно, жесть. Насквозь промок. Хорошо, что у меня была запасная одежда, в которую можно переодеться. Конечно, не так продолжительно шел дождь, но я успел полностью вымокнуть. Это ж вообще. Ну, это ладно. Это все лирика. Хотел вам показать одно место. Так, бабуля там долбит ворота. Мне очень интересно, сколько там птиц. Только прислушайтесь. Итак, я уже в Фете. Решил зайти подкрепиться перед дальней дорогой в Анталию. Сегодня, можно сказать, ничего особо не ел. Хотел вам показать, какие здесь цены. В принципе, 70 лир за чорбу очень неплохо. Хочу ее взять. Данный кебаб, конечно, Урфа. Тавук шиш. Очень все такое достаточно дорогое. За 200 лир. Это больше 800 рублей. Что тут у нас еще есть? Кстати, можно взять тавук шиш дюрюм. В принципе, наверное, зайдет. На самом деле, у меня не так много времени. Вот, надеюсь, все сделают быстро. В общем, да, возьмем его за 80 лир. Ну и чорбу за 70. Ну что, вот такая чорба. Выглядит вроде неплохо. Принесли еще бесплатно хлеб, какую-то аджику и перчики. Сейчас будем все это пробовать. С лимончиком то, что нужно. Главное его не забыть выдавить. Надеюсь, я успею на автобус, потому что он через 20 минут. Принесли следующее блюдо. Это типа такой дюрюмчик. Наверное, выглядит он как обычная шаурма. Ну что, вроде неплохо. Курочка, овощи. Вкусно. Нежное куриное мясо.
В общем, неплохое заведение на самом деле. И недорого вышло по деньгам, 150. Еще десяточку накинул хорошему официанту. Реально молодец парень, старается. Ну что, вот я уже дома. Только что вернулся с автовокзала Анталии. К сожалению, опять на такси. Наверное, это самая основная трата во всей поездке, потому что я брал такси в Фете, здесь, в Анталии. Наверное, вышло около 800-900 лир только на такси. Да, немножко неожиданно, но что поделать. Без этого было бы очень сложно добираться куда-либо. Буду рад, если вы поддержите меня, поставите лайки, подпишитесь, если до сих пор не подписаны. Ну и также все соцсети будут внизу в описании. Спасибо за просмотр, ну и увидимся.